В Москве недавно прошла конференция, посвященная проблематике традиций в мире постмодерна, в постсовременном мире. Она называлась «Против постсовременного мира». Собрались представители самых крупных традиционалистских движений, европейских, российских, украинских, белорусских. Было очень много гостей. Такая конференция, конгресс традиционалистов, как его окрестили участники, проходила в России впервые, несмотря на то, что традиционалистское движение имеет за плечами уже, наверное, больше 20 лет, в середине 80-х. Первые традиционалисты появились в России, хотя до этого отдельные люди, которые интересовались этим, существовали и раньше. Но вот как некое направление мысли, как философия, это стало развиваться с конца 80-х. Вот впервые мы дозрели до того, чтобы собрать представителей традиционализма и обсудить важнейшие проблемы, которые ставит для нас эпоха постмодерна. Традиционализм — это течение, которое берет свое начало у французского философа Рене Генона, чрезвычайно известного, крупнейшего мыслителя XX века, у его итальянского последователя и очень самобытного мыслителя Юлиуса Эволы и целой плеяды философов, историков религий, таких как Мирча Элиаде или Анри Корбен, классиков религиоведения, компаративистики, социологии, которые на самом деле выдвинули следующую идею относительно того, что современный мир, который утверждает себя как нечто безальтернативное и представляющее собой естественную фазу некого объективного, в кавычках, развития, на самом деле представляет собой лишь концепт, лишь проект, который, обосновывая самого себя, придумывает предысторию, придумывает себе некие причины и выдвигает сам идею прогресса как то, что называется в социологии self-fulfilled prophecy. Если я совершу предсказание о том, что через минуту я встану и пойду чистить зубы, многие подумают, что я пророк, но я просто встану и пойду чистить. Доказывает, что я знал, что произойдет в будущем. Также действует принцип прогресса, принцип модернизма, модернизации. Говорится, модернизация безальтернативна, современное общество лучше, чем несовременное. И таким образом история приобретает некую моральную характеристику. Это было то, что от плохого к лучшему, от старого к новому, новое всегда лучше и так далее. Эта аргументация была подорвана не только традиционалистами, но и представителями, например, франкфуртской школы, которые сказали, что если в 20 веке, в середине гуманного 20 века возможно такая чудовищная реальность, как фашизм, уничтожение миллионов невинных людей просто за их принадлежность этническую, то мы ничего не просветили, никакого просвещения не было, это все нереально. Мы где-то в другом мире живем. Ну, отсюда возникла идея франкфуртской школы просветить просвещение. После этого постмодернисты сказали, что весь модерн, вся современность построена на определенных навязанных другим абстракциях, абсолютно необоснованно на некой wishful thinking, так называемое, благожелательном мышлении, которое принимает свое собственное мышление за реальность. По сути дела, подтасовки. Так вот, традиционалисты со своей стороны описали эти два мира, мир современности и мир традиции, как состоящий из двух ценностных систем, которые сопоставимы, которые вполне рационально друг с другом могут вести диалог, если только не говорить, что это все старое, мы от этого бросили, поэтому это не нужно, все это преодолено. То есть если не впадать в пропаганду, если мы будем трезво и критично относиться к комплексу идей современности и комплексу идей традиций, мы увидим их сопоставимость. Раз. Но уж дальше традиционалисты по-своему расставили свои знаки, встав на сторону традиций. То есть восприняли современный мир как не прогресс, а регресс, не как продукт эволюции, а продукт инволюции, и объяснили, обосновали это достаточно рациональными методами. Это не просто был выкрик консерваторов любой ценой, это была именно интеллектуальная философская конструкция. Это и есть традиционализм. Традиционалисты развили критику современности, нашли силовые точки того, что называется эпохой модерна, и, в общем, предложили стратегию либо борьбы с этим, критики этого, и одновременно, как Юлиус Эвола написал, восстание против современного мира. Восстание против той модели, которая составляет сущность современного. То есть создали революционную программу, консервативную революцию. Сегодняшние традиционалисты, мы собрались на наш конгресс для того, чтобы совершить апгрейд традиционалистских установок. Потому что мир, в котором мы живем, уже не является больше миром модерна. Модернизация в нем закончилась. Это мир постмодерна. Это мир совершенно других условий, других
социологических установок. Это иное общество. Liquid society, как говорит Зигмунд Бауман. Это общество, где материальная достоверность эпохи модерна уже размыта. Мы перешли от реальности к виртуальности, от фактов к информации и от цельности, пусть индивидуума, который был мерой вещей в модерне, к постиндивидууму, к тарантиновскому разложению на серию таких импульсов или к такому рассеянному, диссипативному сознанию интернет-общественности. То есть поменялись онтологические условия среды, в которой мы живем. И вот традиционалисты Италии, такие как шейх Абдул-Вахид Половичини, руководитель Центра метафизических исследований Рене Генон, Клаудио Мутти, известный издатель и автор множества книг, Кристиан Буше, представители нового французского традиционализма, такие как Лоран Джеймс и многие-многие другие, американец Маркс Либода, и русские, естественно, наши российские традиционалисты, а также белорусы и украинцы, все собрались для того, чтобы осмыслить, что делать человеку, который стоит на стороне традиций в новых условиях постмодерна. Ну и какие выводы? Генон уподоблял историю космическому яйцу, которое в эпоху традиции открыто сверху, и лучи божественного логоса проникают внутрь этого яйца. Эпоха модерна — это закрытие яйца. То есть лучи духа не проникают уже внутрь, каждая вещь перестает быть символом, становится самой по себе неким материальным фактом. А вот постмодерн, который он предвосхитил, хотя этого термина еще в его эпоху не было, он умер в 1951 году, это открытие яйца мира снизу, когда возникает контрлогос, некие миры демонического вселения проникают в реальность и создается такой антисимволизм. То есть вещь начинает означать нечто иное, но не символ божественный, а, например, цену. Вот эта идея вторжения демонов через цену, через идею то, что каждая вещь имеет материальный, финансовый, цифровой эквивалент, это своего рода распад системы упорядоченного космоса. Так, по крайней мере, для традиционалистов. И вот в этой оптике, через метафору открытия яйца мира снизу, традиционалисты осмысляли проблематику постмодерна. Каждый на свой лад, с большим количеством особых предложений, гипотез, стратегий противостояния этому процессу, обращение как к логосу, так и к хаосу, как к конвенциональным религиозным практикам, так и к неотрадиционалистским моделям новой метафизики, радикального субъекта, новое переосмысление постмодернистских теорий языка, вот соотношение классической философии традиционализма с постмодернистскими теориями языка, все это было в центре внимания. Столь интересные, столь насыщенные конференции, ну, по словам наших гостей и по моему наблюдению, этой проблематикой занимаюсь многие десятилетия, просто нигде не было. Это было уникальное событие по объему, охвату, представительности. И я полагаю, что, в принципе, традиционализм может служить той базой, которая способна описать философски, очень с помощью авангардных философских и концептуальных методик консерватизм. То есть сам консерватизм на самом деле, как правило, повисает в воздухе. Консервативные ценности, о которых много говорится и в нашей политике, и в нашем обществе, как правило, воспринимаются так, что мы ничего не меняем. Давайте сохраним статус-кво, оставим все как есть. Так вот, традиционализм, он не предлагает оставить все как есть, он предлагает радикально изменить абсолютно все, потому что все как есть — это анормально, это неприемлемо, это представляет собой форму пародии, гротеска, и традиционализм, как обращение к традиции, к устоям, к неким нравственным, духовным, спиритуальным, религиозным основаниям человеческого общежития, человеческого бытия, выступает парадоксально в эпоху постмодерна как революционная сила, которая категорически оппонирует тому состоянию, которое есть, и в этом отношении дает для консерватизма, уже и социального, и даже политического, можно сказать, философского консерватизма, совершенно новые основания. Оказывается, что консерватизм может быть радикальным, консерватизм может быть революционным, и консерватизм может быть нонконформным. Он не просто призван говорить «да-да» тому, что есть, а призван говорить абсолютное «нет» тому, что есть, и утверждать нормативный идеал, соответствующий как раз взгляду традиций, религиозных традиций, духовных традиций на устройство мироздания, на нормативное общество, на иерархию, которая должна в обществе существовать, на взаимоотношения людей разных типов между собой. То есть предложить последовательную социальную, философскую и политическую, в том числе, стратегию.
И все это самое главное было выражено на языке очень корректным, очень, если угодно, современным, то есть с использованием философских методик, концептуального аппарата, теории социологического, политологического толка, с задействованием очень подчас не свойственной для консерваторов феминистской, экологической тематики. И вот этот взгляд на сложнейшие проблемы с позиции тех, кто стоит по ту сторону этого времени, кто находится в оппозиции самому духу постмодерна, мне представляется чрезвычайно важным начинанием. Да, может быть, это не имеет острой актуальности, но на самом деле в нашем мире проблема как раз в принципах. Технические задачи мы научились решать, но мы утратили из виду, для чего все это происходит. Мы утратили из виду цели, горизонты и потеряли то, что делало нас цельными, то, что придавало смысл обществу, развитию или, наоборот, деградации, просто нашему бытию. И вот эта утрата оси, некого постоянного центра существования общества, человека, истории, вот это, на самом деле, поиск этой постоянной оси стоял в центре внимания данной конференции. Я думаю, результаты, которые мы опубликуем, обработаем, выставим в сети интернет, включая видео, материалы, они должны быть интересны очень широкому кругу людей, гораздо более широкому, чем кажется на первый взгляд. Потому что, пожалуй, только те вопросы, которые не имеют отношения к прямой актуальности, но затрагивают ее корни, ее фундаментальные философские основания, и являются по-настоящему актуальными.